Друзья, всем привет! Прошло 2 недели и пришло время поделиться с вами моими успехами в вышивке. Это и прогресс большой картины «Базарный день», и финиш небольшого пасхального сюжета с такими вот прекрасными кроликами. А каким образом кролики связаны со светлым праздником Пасхи, мы поговорим во время финального представления этого дизайна. Затем последует рубрика «История под вышивку». Мы вновь совершим путешествие к тайнам и загадкам древнего мира, а проводником выступит один из великих мужей древности Филипп II. Взойдя на Македонский престол, он смог объединить страну, в дальнейшем создать сильную армию, которая включала пехотную фалангу и аристократическую конницу. Принял меры для развития экономики, начал чеканить монету из золота и серебра. Но наиболее значительное достижение царя, обеспечившее ему место в истории, его отцовство. Сын Филиппа, Александр Великий, создал самую прославленную в древнем мире империю. Кстати, это о нем мы упоминали в прошлом видео, где речь шла о разгроме скифов. Так вот, археологом Андроникосом было найдено погребение, раскопки которого привели к выводу, что здесь наверняка покоится прах одного из македонских царей второй половины IV века до нашей эры и, очень возможно, родного отца Александра Филиппа II. Но есть мнение, что это останки Филиппа III Аридея, тоже сына Филиппа II, но от другой жены. За свою жизнь он женился 5 раз. Мать Александра, Олимпиада, была его третьей женой. Она была сильной личностью, страстно увлекалась таинственными древними культами. А однажды Филипп, направившись к ней в спальню, очевидно с определенными намерениями, на цыпочках ретировался. Почему у него внезапно угас пыл? Какое известное высказывание касаемо осла, груженного золотом, приписывают Филиппу II? Убийство Филиппа, почему подозрения пали на мать Александра, интересные и важные находки из гробницы, а также многое другое касаемо данной темы, сегодня в выпуске во второй части. А сейчас вышивка. 28 марта. И взял свое начало новый 2-недельный вышивальный период. Планирую, друзья, закончить пасхальные радости. Мне осталось вышить еще одно яйцо, справа черного кролика, и вокруг всей этой пасхальной композиции вышить яркие разные цветы. Так, готова еще одна пысанка. Осталось проложить бэкстич. Но вначале вышью цветочки, траву, все, что близко находится к яйцам пасхальным. Сегодня 29 марта, и за день столько красоты и зелени прибавилось. Цветочки, не знаю, незабудки, маргаритки, не понимаю, что это. И сейчас здесь проложу изящную голубую ленту. Вот она. Вот такими складками она не спадает. Осталось проложить шов назад, иголку. Проложила. Совсем другое дело. Невероятная красота. Яркость цветов, разнообразие. Просто фейерверк красочный. Вот какие пысанки в корзине и около. Красота. Так, сейчас пяльцы передвигаю вправо, переставляю. И буду вышивать черного кролика. Вот здесь будет его одно ушко, второе, мордочка, лапки. И далее тельце. Вот сейчас хочу обратить ваше внимание на
скопище дробных крестиков. Вот так вышиваются в одну, в другую сторону. Здесь навстречу они идут друг другу, слева, справа и так далее. Да, таких стежков здесь масса. Масса. Они везде. Везде. Вот. И здесь, видите, бэкстич не проходит, поэтому я делала диагональку тем цветом, который мне больше нравился. Вот так. На свое усмотрение. Все, готов бани. Черненький. И здесь сейчас снизу начну вышивать цветы и травку, на которой он возлежит. Какой красавчик получился. Розовый носик, ушки. Симпатяга. Готовы цветочки, фиалочки, наверное. Вот такими красивыми ниточками они вышивались. Смотрятся на черном кролике, на фоне черного кролика. Потрясающе. Такая красота. Сама нежность. Все. Сейчас будем добавлять зелень. А вот и зелень. Пока без бэкстича. Вот такой кролик в фиалках у нас получился. Все. Далее остается вышить еще тюльпан, нарциссы, гиацинт и анютины глазки, да, и еще какой-то цветок. Так, вот такие приросты цветочные. Закончен третий угол. Раз, два, три. Теперь идем к верхнему правому углу. Очередное прибавление цветочное. А здесь выше настоящий небесный квест небесного цвета. Обратите внимание на схему. Сплошные дробные крестики. 1/4, 1/4 встречаются, расходятся слева, снизу, справа, сверху, наоборот. Это что-то. Ой, фокус, вернись. Вернулся. Ну ничего, справимся с этой задачей. Итак, фиалка душистая. Вот этот мелкий сиреневый цветочек. Красавцы. Гиацинты вышиты, виола вышита, нарциссы, и осталось вышить еще один тюльпан и два вот таких больших крупных желтых нарциссов. И наконец осталось вышить еще один центральный нарцисс и финиш. Все, друзья, работа окончена. Пяльцы сняла. Все, идем принимать душ. Да, Кунечка, вот мой помощник. Куня, Куня. Волшебная коробочка. Тоже помощница моя. Сейчас сразу покажу, как это у меня все происходит. Вернее, происходило. Открывается волшебный ларец. Здесь были иголочки припаркованы с ниточками. А вот здесь ниточки. Ну и все сопутствующее. Вот так. Все на омовение. Так, я ее замочила. Цвет здесь плохой, зато под водой яркость повышенная работы. Да, ниточки хорошо проявили свои цвета.
Все, осталось дождаться, чтобы исчезла разметка. Вот как растворяется стержень китайский в холодной воде. Вот таким стержнем я пользуюсь. Немножко еще отдает сиреневым, но скоро, я надеюсь, исчезнет полностью. Итак, пасхальные радости готовы. Красота, яркость, сочность, расписные яйца, кролики, как живые, блеск в глазах. Все очень празднично, атмосферно и соответствует мифу. Пасха – это один из главных христианских праздников, посвященный воскресению Иисуса Христа. Многие задаются вопросом, почему с этим праздником связан кролик. На самом деле существует несколько версий о том, почему этот зверь стал символом Пасхи. Кролик является одним из самых известных символов Пасхи в Европе, который ассоциируется со свежестью, плодовитостью и новым началом. Пасхальный кролик – персонаж европейских и американских обычаев, который накануне Пасхи раскрашивает яйца и прячет их в саду. Одна из версий его появления связана с древнегерманской языческой традицией чествования богини Астары, которая была богиней весны и новой жизни. Однажды, по легенде, Астара превратила обычного зверя в кролика, ставшего ее символом. Но при чем здесь Пасха? В древнеанглийской и старогерманской традиции по имени Астары называли месяц апрель. С приходом христианства языческие праздники стали вытесняться, вернее, подменяться. Праздник богини Астары совпал с Пасхой, которая до сих пор на английском звучит как Истер. Сохранились и заячьи традиции. Считается, что кролик приносит пасхальные яйца и прячет в саду, а дети должны собирать их, а затем есть. Традиция началась с Мартина Лютера, богослова XV века. Радость охоты должна была символизировать радость, которую почувствовали Мария и Марфа, обнаружив гробницу Христа пустой после его воскресения. В православной церкви внимание уделяется главным символам Пасхи – кресту, Христовому воскресению, Евангелию о воскресении и победе Христовой над смертью. В некоторых странах с православной традицией, например, в Украине, можно встретить изображение кролика на пасхальных изделиях и в пасхальной декорации, но это не общепринятый обычай. Вот так, друзья. Теперь у меня кролики поселились от богини весны Астары и будут поднимать мне всякий раз настроение. Осталось их оформить. Хочу сделать рамочку с подставкой, чтобы ставить на полочку в эти особенные праздничные дни. 5 апреля я закончила пасхальные радости и, наконец-то, приступаю к базарному дню. Иначе этот день в нашей Пегате будет не очень удачным. А у меня как раз очень приятный. Все яблочки продала. 550 крестиков привнесли в этот участок живости и зелени. И почти 700 крестиков привели нашу капусту к полному завершению на данной выделенной области. Далее мы еще продолжим вышивать ее вправо. А сейчас обозначим новую площадь для вышивки и начнем. А сейчас посмотрим, что нас ждет на следующей выделенной области. Окончание прилавка и корзина со спелыми наливными яблочками. Яблоки у нас уже вышиты. Осталось уложить их в такую плетеную красивую корзину. Чем сейчас и займемся. За сегодня 960 крестиков вышила.
Вот так обозначилась корзина, прилавок. Все, 1000 не осилила. Пока так. Вот она. Пегати, привет. Дэвид. Яблочко грызет по-прежнему. Любитель. И 800 крестиков принесли завершение данному участку. Вот такая замечательная корзина плетеная, просто потрясающий вид имеет. Вышивалась она, конечно, сложно, абсолютно россыпь. Многообразие цветовое, максимально, насколько я могу, приближу, чтобы было видно. Область под прилавком и сам прилавок вышивались легче, конечно. Здесь, по-моему, то ли 2, то ли 3 символа последних, максимально крупных. 190 с чем-то, 197, по-моему, и 150 с небольшим. Ну, одним словом, все. Сейчас буду перемещаться вправо, размечу следующую область, и мы посмотрим, что я буду вышивать. А вышивать я буду нашу Пегати, фартушек и юбочку. Очень нравится мне этот цвет лаванды, 208 номер. А как красиво он смотрится на узоре, украшающем юбку. А вот, по-моему, фартушек у Пегати развязался, заработалось. А художник заметил и запечатлел, чтобы все как в жизни. Ну, а я вышила и буду любоваться. Да, мне очень нравится результат. А каков же результат? Да, вышито уже 42,4% картины. В крестиках это составляет 146 950. За прошедший период 2 недели мне удалось вышить, хотя я вышивала неделю. Одна неделя пошла на пасхальные радости. Значит, за прошедший период, неделю, мне удалось вышить 4890 крестиков. И впереди еще нас ждут 199 500 крестиков. Радует, друзья, что уже первая единица в оставшихся крестиках. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайки, подписку и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Тайны царской гробницы. История археологии знает немало удивительных открытий, но только в редких случаях, вопреки устоявшемуся мнению, такие открытия являются результатом везения. За любой археологической находкой стоит тяжелый труд, большие знания и точный расчет, а иногда и фанатичная вера в свою правоту. История Генриха Шлимана тому подтверждение. Позже Шлиман также упорно искал могилу Агамемнона, руководствуясь описанием Эллады Павсания, и снова добился своего. Нашел прекрасную гробницу в Микенском Акрополе. Конечно, гробница принадлежала не Агамемнону, но во всяком случае это было богатейшее и, несомненно, царское погребение с массой золотых вещей. Кроме того, было найдено еще 5 могил, также весьма богатых. Имена царей, похороненных в Микенских царских могилах, неизвестно. Мы не знаем, где покоятся останки многих великих мужей древности, но иногда гробницы приоткрывают свои тайны. Когда греческий археолог Манолис Андроникос открыл золотой ящик, ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы сохранить видимость профессионально холодного отношения к происходящему. В ящике находились кремированные останки. Но чьи?
У нас чуть глаза не вылезли из орбит, признавался потом Андроникас, вспоминая охватившие его в тот момент чувства. Я отошел немного в сторону от коллег, участников раскопок, от зрителей и полицейских, и постоял в одиночестве, чтобы пережить это невероятное ощущение. По всем признакам мы нашли царское погребение. И если мы верно датировали найденные предметы, а оснований сомневаться, по-видимому, не было, то я не решался даже подумать о значении находки. Впервые по позвоночнику прошла дрожь, словно меня ударило током. Неужели я держал в руках кости Филиппа? Такая мысль представлялась настолько ошеломляющей, что мозг отказывался ее воспринимать. Филипп II – одна из самых ярких фигур античности. Взойдя на Македонский престол в возрасте 23 лет, Филипп всего за 4 года поднял свое государство до уровня самых сильных греческих государств, а спустя еще 17 лет стал владыкой всей Эллады, включая и прежде могущественные Афины. Но наиболее значительное достижение царя, обеспечившее ему место в истории – его отцовство. Сын Филиппа Александр Великий создал самую прославленную в древнем мире империю. Найденное Андроникосом погребение, холм 110 метров в диаметре, известный как Великий Курган, расположено в неровной местности у македонской деревни Вергина, примерно в 48 километрах к северу от горы Олимп. На буквально испещренной следами античного величия территории находится около 300 могильных насыпей, а также руины дворца, театра, храмов, прославивших царскую столицу. Впервые эта площадка привлекла внимание археологов в 1855 году, когда в случайном разговоре с местным священником о ее существовании узнал путешествующий по здешней округе молодой французский ученый Леон Юзи. Юзи сам начал раскопки, но их вскоре прервала эпидемия малярии среди рабочих. Тем не менее, француз предсказал, что в один прекрасный день Вергина поведает замечательные тайны. В этих македонских памятниках, как и в подземных могильниках Египта и Этрурии, писал он, нам предстоит найти не просто некий набор древних предметов. Здесь, в ожидании открытия, лежат жизнь и история целого народа. Андроникос с коллегами начали копать Великий Курган в конце августа 1977 года. За несколько недель раскопок им удалось обнаружить 3 важных объекта. Фундамент здания, предположительно Герайона, то есть святилище для отправления культа покойного, гробницу, в которой уже побывали воры, с прекрасным настенным изображением похищения Аидом божественной девицы Персефоны, и самый интригующий – вторую гробницу, превосходящую первую размерами. Последний памятник имел 2 закрытые и неповрежденные мраморные двери, единственную пару дверей, сохранившуюся в целости. Над входом на фасаде усыпальницы был живописный фриз, исполненный с величайшим мастерством и представляющий охотников, которые преследуют льва, оленя, пернатую дичь и других животных. Размер погребения, писал Манолис Андроникос, редчайшая настенная роспись, а также найденная поблизости малая могила и фундамент Герайона, заставляли предположить, что в этой гробнице должна покоиться какая-то необычайно важная персона. В ноябре археологи проникли в погребальное помещение. Чтобы не повредить двери, ученые прибегли к испытанному способу древних грабителей могил. Они вынули последнюю деталь, крепившую сооружение усыпальницы, так называемый замковый камень на оси сводчатого потолка. Андроникос знал, что камень лежит у дальней стены склепа, и его можно извлечь, не разрушая всю конструкцию. Заглянув в отверстие, археолог увидел комнату, заполненную грудами драгоценных погребальных предметов. Прежде всего его поразили краски. Темно-зеленая патина окислившейся бронзы, красно-черное ржавое железо,
блеск старого серебра, куски дерева, почерневшего от огня и истлевшего, но мерцающего крошечными золотыми листочками. Вскоре стала различима и форма предметов. Прекрасной работы сосуды для омовения и для еды, большая круглая накладка для щита, полдюжины наконечников от копий, меч, комплект защитного снаряжения, соответствующий царскому достоинству отделкой и включающий украшенный золотом сборный панцирь, а также высокий гребенчатый шлем. Его форма отличала македонских воинов в эпоху Филиппа и Александра. Рядом лежала позолоченная серебряная корона, подобная той, что присутствует на древних изображениях Александра и его преемников. Но все эти сокровища померкли перед находкой, обнаруженной у дальней стены помещения, мраморным саркофагом с квадратной крышкой. Размеры его составляли 76 на 76 сантиметров. Только после того, как были детально описаны все другие найденные предметы и прибыли нужные технические специалисты и реставраторы, Андроникос разрешил поднять мраморную плиту. Внутри оказался еще один контейнер и ящик из чистого золота с 16-конечной звездой на крышке. Его сразу определили как ларнакс, сосуд для хранения обуглившихся костей кремированного тела. И действительно, кости, которые теперь рассчитывал обнаружить Андроникос, лежали внутри ящика, а вместе с ними золотой венок из выполненных с поражающей воображение точностью дубовых листьев и миниатюрных желудей. Кости, очевидно, прежде были завернуты в пурпурную материю. Этот цвет принадлежал царям. Когда ткань распалась, кости впитали краску, оставившую на них темно-синие полосы. Зрелище напомнило Андроникосу гомеровское описание похорон Гектора, героя, убитого Ахиллом во время Троянской войны. Согласно Илиаде, товарищи Гектора собрали белые кости и положили их в золотую урну, завернув в мягкие пурпурные одежды. Кто бы ни отдавал последние почести праху, обнаруженному в усыпальнице, он либо следовал погребальным обычаям греков давно минувших времен, либо, что более вероятно, воспроизвел каждую подробность отрывка из поэмы, знакомой всякому грамотному человеку, говорившему по-гречески, в том числе и членам царствующего дома Македонии. Андроникос признавал, что такое свидетельство лишь ассоциативная догадка, а не твердое доказательство. Возможно, человек в усыпальнице был просто близким родственником Александра Великого. Достоверно известно, что сам Александр был похоронен в другом месте. Но, сравнивая и анализируя находки из погребения, археолог все больше убеждался: здесь наверняка покоится прах одного из македонских царей второй половины IV века до нашей эры и, очень возможно, родного отца Александра, Филиппа II. Андроникос датировал множество предметов из гробницы и материалы, использованные для ее сооружения, временем, охватывающим период жизни Филиппа и Александра. Среди прочих аргументов он указал на разительное портретное сходство найденных в усыпальнице фигурок из сцен охоты, изображенной на фасаде, и 14 миниатюрных резных головок из слоновой кости, которые могли украшать истлевшие детали деревянной мебели, с лицами на ряде медальонов и фресок, которые традиционно считаются портретами этих двух македонских царей. Были также обнаружены известные по древним источникам боевые раны Филиппа. У одной из фигурок из слоновой кости, например, Андроникос разглядел крошечный шрам на правой брови, пересекавший явно незрячий глаз. Археолог знал, в этот глаз Филиппа поразила стрела во время одной из битв в 354 году до нашей эры. Позднее группа английских исследователей, изучив кости черепа, извлеченные из ларнакса, пришли к выводу, что отметины на правой глазнице соответствуют оставшимся после ранения стрелой. Среди погребальных предметов ученые нашли пару золоченых поножей,
металлических пластин, закрывавших голени воина. При их изучении выяснилось, что форма левого щитка неправильная, и он почти на 3,8 сантиметров короче правого. Андроника счел это несоответствие убедительным свидетельством 2 ранений в ногу, полученных Филиппом в сражениях и приведших к хромоте, о которой упоминает оратор Демосфен и другие классические авторы. Некоторые коллеги Андроникаса, однако, оспаривали его предположение о том, что в этой могиле находятся останки Филиппа. Они утверждали, что период, которым датируется усыпальница, охватывает также время царствования еще одного из 3 сыновей Филиппа II, Филиппа III Аридея. Он стал преемником Александра на Македонском престоле, хотя вряд ли мог сравниться со своим братом. Согласно свидетельствам историков той эпохи, Филипп III страдал эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями. Физически слабый, он едва ли мог справиться с оружием и защитными доспехами, которые в значительном количестве представлены среди погребальных предметов. И кроме того, вряд ли ему были под силу энергичные развлечения под открытым небом, которые запечатлены на рельефе фасада. Однако и против того, что в усыпальнице похоронен Филипп II, есть не менее сильные доводы, нежели против принадлежности гробницы Аридею. Бочкообразная сводчатая конструкция погребального сооружения, по мнению ряда ученых, утвердилась в Македонии только после смерти Филиппа II, когда эту новаторскую для греков идею привезли на родину инженеры, побывавшие с Александром в Месопотамии. Найденная корона, утверждают скептики, также соответствует восточной царской атрибутике, заимствованной Александром у покоренных им азиатских правителей. А стиль, в котором выполнены 2 солонки, обнаруженные среди похоронной утвари, возник только спустя 20 или 30 лет после кончины Филиппа. Кроме того, невозможно доказать, что несовпадение в размерах и форме поножей связано с характером ранений на ноге Филиппа, упомянутых в исторических документах. Еще больше вопросов породил тот факт, что кремированный прах из Ларнакса представлял собой не единственные останки в загадочной гробнице. В передней комнате археологи нашли еще один золотой Ларнакс, в котором покоились кости женщины в возрасте от 20 до 30 лет, завернутые в золотую ткань с украшениями в виде пурпурных ветвей, листьев, цветов и спиралевидного орнамента. Идентификация женского праха вызвала еще более яростные споры. Если в усыпальнице погребен Филипп II, то кто эта женщина? Может быть, одна из его жен, наложница или дочерей? Ученые тщательно изучили тексты той довольно богатой документами эпохи, чтобы детально воспроизвести генеалогическое древо Филиппа II, и выявили полдюжины женщин, занимавших по рождению или по мужьям достаточно высокое положение, которое давало право на царские погребальные почести. Однако, кем бы ни оказалась покойная, среди ее похоронных принадлежностей найден комплект доспехов женщины-воительницы, а это заставило ученых предположить, что здесь погребена царица Эвридика, супруга больного Филиппа III Аридея. Как македонское воплощение амазонки, Эвридика прошла военную подготовку и, согласно хроникам, некоторое время командовала войсками Македонии. Если найденные кости принадлежат ей, тогда, конечно, появляется новый аргумент в пользу версии о том, что в мужской части царской усыпальницы похоронен Филипп Аридей. Тайна до сих пор остается нераскрытой и продолжает притягивать к себе внимание. Ученые, занимающие в споре разные позиции, по-прежнему пытаются найти аргументы, которые могли бы либо подтвердить предположение Андроникаса о личности погребенного в царском склепе, либо опровергнуть его. Однако, независимо от того, какой Филипп лежит в гробнице, царь-воин и отец Александра или его болезненный преемник, обе стороны сходятся в том, что Вергина стоит, вероятно, на месте города Иги, первой столицы Македонии. В этом городе по традиции хоронили членов царского дома.
Не вызывает сомнения и другое. Сама найденная могила – это местность, где она расположена, и является собой богатейшую сокровищницу посланий и памятников Золотого века Македонии, которая принесла греческую культуру в самое сердце Азии. Непосредственный процесс экспансии был насильственным и стремительным. Он завершился в основном в течение срока правления выдающихся монархов Филиппа II и Александра Великого. Однако результатом их завоеваний стало преобразование всей эллинской цивилизации Древней Греции в нечто более сложное и космополитичное, что определило политику, культуру и повседневную жизнь стран Средиземноморья на многие века вперед. Царь Александр оставил после себя в наследство эпоху эллинизма, время интеллектуального и художественного расцвета, длившуюся почти 300 лет. В этот период, основанные самим Александром или его политическими преемниками великие города, поднялись в Египте, Малой Азии и даже в Афганистане, куда дотянулась греческая цивилизация и где она встретилась с древним и не менее развитым обществом индостанского субконтинента. На пути Александра и его преемников, азиатских царей Селевкидов и египетских Птолемеев, остались следы походов, разрушенные памятники, сохранившиеся по сей день воспоминания об ушедшем великолепии. От Балкан до Гиндукуша сохранились их могилы, храмы, дворцы, рынки, театры и крепости. Иногда в таинственных обломках, иногда в поразительной целостности, пленяя воображение многих поколений археологов и вдохновляя их на дальнейшие поиски. Граждане Афин и других городов Эллады считали северных соседей непонятным, чуждым для себя и едва ли не самым примитивным народом. Ведь македонцы по-прежнему придерживались древних племенных обычаев, давно забытых южанами. Здесь не было ни малейшего опыта демократического самоуправления. Македонцы хранили верность наследственным вождям, подчиненным личной власти царя. Плодородные равнины Нижней Македонии, а также Нагорья Верхней Македонии оставались поделенными на 4 царства. Но равнинные цари из династии Аргиадов, предки Филиппа II, уже давно считали горцев своими подданными, а отношение к ним со стороны горцев менялось от поколения к поколению, в зависимости от способности очередного Аргиада силой утвердить свою власть. Аргиады возводили собственную родословную Гераклу, высшему из мифологических героев, сверхчеловеку, происшедшему от союза земной женщины и верховного бога Зевса. Дом Аргиадов именовал себя рожденный Зевсом, и Филипп, унаследовавший трон в 359 году до нашей эры, отчеканил монеты с изображением Зевса и Геракла, чтобы напомнить миру о своем происхождении. К сожалению, большинство сведений о жизни Филиппа, дошедших до нас, оставлены историками, в частности Плутархом, которые создавали тексты через 3-4 столетия после смерти царя и заимствовали материалы из ныне утраченных греческих источников. Согласно освященной временем традиции, следуя примеру монархов, имевших беспокойных соседей, Филипп для упрочения союза и сосредоточения власти в одних руках использовал брачное ложе. За свою жизнь он женился 5 раз, не дожидаясь порой перед очередным браком даже смерти при родах предыдущей супруги. Современники шутили по поводу стратегически рассчитанных по времени бракосочетаний Филиппа, говоря, что он обретал новую жену перед каждой новой войной. Его третья жена обладала, однако, гораздо более твердым характером, чем у самого Филиппа. Олимпия, царевна Молосского царского дома в Эпире, древнем государстве на границе сегодняшней Греции и Албании, вела свою родословную от главного героя Троянской войны Ахилла. Девушку выдали замуж, когда ей едва исполнилось 18 лет, но Олимпию не пугала перспектива борьбы за влияние с прочими супругами ее полигамно настроенного властелина. Хотя Олимпия родила ему Александра и дочь Клеопатру,
Филипп скоро научился держаться от своей молодской царицы на расстоянии. Помимо того, что Олимпия была сильной личностью, она еще страстно увлекалась таинственными древними культами, знала смертоносные заклинания и ворожбу, очень любила змей. Как пишет Плутарх, Филипп, направившись однажды к ней в спальню, очевидно, с амурными устремлениями, обнаружил рядом со спящей женой мирно свернувшуюся крупную змею. Пыл царя внезапно угас, и он на цыпочках ретировался. Однако стремящийся к славе Филипп желал не только любить, но и сражаться. Весной 356 года до нашей эры его войско перешло реку Стримон на восточной границе Македонии и подчинило себе богатейший рудный район во Фракии, расположенный вокруг горы Пангей, неисчерпаемый по тем временам источник золота и серебра. Филипп поставил здесь гарнизоны, дабы обеспечить надежное господство на захваченной территории, и привлек для работы в рудниках многочисленных переселенцев из Македонии, после чего начал чеканить и весьма расчетливо использовать первые в европейской истории серийные золотые монеты. Афинские деньги были серебряными и бронзовыми. Хорошо зная, ему приписывают соответствующие высказывания, что ни один город не устоит перед груженным золотом ослом, если тот попытается войти в крепость через тайный ход, часть вновь приобретенных финансовых ресурсов Филипп направил на дипломатические подношения и взятки, которые обеспечили ему лояльность собственной аристократии и благожелательное отношение со стороны иноземных вождей и царей. Деньги вкладывались и в развитие, собственно, Македонии с целью осуществить переход от пастбищного хозяйства к земледелию. Область в Нижней Македонии с жирными плодородными почвами давно называли садами Мидаса по имени легендарного царя, обращавшего все в золото своим прикосновением, и Филипп намеревался извлечь из нее максимальную пользу. Для развития внутренних путей сообщения и укрепления безопасности своих владений царь прокладывал дороги и возводил крепости, а также поощрял рост городов как торговых центров. Львиная доля доходов шла у Филиппа на совершенствование армии. Он превратил отряды наемников и разноплеменных воинов в профессиональную и отлично вооруженную боевую силу, укрепив ее иностранцами, обладавшими выдающимися военными навыками. Конницу Филипп укомплектовал представителями македонской знати, а мужественная и стойкая пехота, вооруженная 4-метровыми копьями, вдвое превышавшими по длине обычные метательные снаряды, набиралась из выносливых крестьян и горцев. Военные таланты юного Филиппа получили дополнительное развитие в Фивах. Фивы в 371 году до нашей эры нанесли поражение спартанцам при Левтрах на востоке Центральной Греции и стали одним из сильнейших городов-государств Эллады. Старший брат Филиппа Александр, правивший в то время в Македонии, немедленно заключил с фиванцами союз и в доказательство искренности своих намерений отправил к ним в качестве почетного заложника 15-летнего Филиппа. Вынужденный воспользоваться фиванским гостеприимством, Филипп познакомился здесь с великим полководцем древности Эпоминондом, победителем при Левктрах, и получил от него неоценимые уроки наиболее эффективного применения различных родов войска, а также построения наступательного и оборонительного флангов. Сверх того, Филипп усвоил важнейший принцип: самый лучший способ с наименьшей затратой сил победить противника – нанести ему удар не с самой слабой, а с самой сильной стороны. Поэтому, приняв под командование армию, Филипп вскоре превзошел соседние греческие города-государства, особенно в искусстве осады укреплений, в чем южане никогда не могли добиться заметных успехов. Более всего он поразил противников готовностью бросать войска в сражения даже зимой, считавшейся по традиции мертвым сезоном, во время которого воины возвращались к родным очагам, отдыхали и приводили в порядок оружие.
С 358 года до нашей эры Филипп начал собирать жатву по всей Аттике и вокруг нее. Там, где дипломатия оказывалась бессильной, македонский царь обнажал меч. Он спровоцировал мятежи и возмущения во многих городах-государствах Греции, изнурил афинских мореходов нескончаемой битвой за торговые маршруты и, наконец, стал хозяином главных торговых путей Юго-Восточной Европы, из Черного моря в Адриатику и из Дуная на юге до Каринского залива. В Афинах Демосфен долго и страстно убеждал греков объединиться против Македонии. Но только в 339 году до нашей эры, когда Филипп захватил Элатею, город к северо-востоку от горы Олимп, ключевую позицию на пути в Среднюю Грецию, и стал реально угрожать и Афинам, и Фивам, мечта великого оратора осуществилась. Две державы заключили оборонительный союз. После первой неудавшейся попытки сдержать натиск северян, союзники в августе 338 года до нашей эры встретили войско Филиппа при Херонии, городе к юго-востоку от горы Парнас. Афиняне начали наступление, и Филипп имитировал отход своего правого фланга, способствуя тем самым ослаблению центра греческой позиции. А его 18-летний сын Александр возглавил удар македонской конницы на левом фланге. Пробив брешь в рядах афинян, всадники Александра ворвались в нее и устремились к сердцу греческого воинства, знаменитому фиванскому священному отряду, тому самому пехотному формированию, что 33 годами раньше сокрушило под Левтрами спартанцев. Священный отряд пал, и вместе с ним умер золотой век независимых городов-государств Эллады. Филипп утвердился в качестве главы новой греческой конфедерации, хотя прежние его враги отказывали ему в праве просто быть членом подобного союза. Македонцев уже невозможно было отодвинуть за границы цивилизованной жизни и воспринимать их как иноземцев и не вполне эллинов. Все властные рычаги теперь находились в их руках. А чтобы закрепить новое положение, решил Филипп, пришло время объединить всю Грецию в борьбе с общим врагом. В 336 году до нашей эры он отправил через Дарданеллы в Малую Азию 9 тысяч пехотинцев и 1000 всадников, бросая вызов Персидской империи. Однако, прежде чем выступить на восток, Филипп оказался вовлечен в более опасную домашнюю войну в собственном дворце. По причинам, известным лишь ему, царь пошел на новый брак с дочерью полководца, командовавшего македонскими войсками, и вскоре молодая жена забеременела. Олимпия, обеспокоенная тем, какие последствия это будет иметь для ее сына Александра, как престолонаследника, ушла на второй план в очень воинственном расположении духа. Филипп же еще больше усложнил ситуацию тем, что выдал молодую Клеопатру, свою дочь от Олимпии, за молодского царя, дядю юной девушки. Остается только догадываться, какие чувства обуревали участников этой свадьбы. Оба бракосочетания отмечались длительными празднествами, в том числе и состязаниями в театре. Примерно 2300 лет спустя Манулис Андроникос найдет то место, где происходили эти торжества. Прокопав от дворца траншею длиной почти в 60 метров, он обнаружил руины закругленной стены портера, первый ряд, боковые проходы и часть сценического пространства. Это такое невероятное открытие, описал он позднее, что его как будто специально поместили на пути наших раскопок. Возможно, современным археологам и помогали некие чудесные силы, имевшие власть над всем происходящим. Но по отношению к античному царю они оказались куда менее благосклонными. На открытии церемонии царственного владыку сопровождала до театральной арены большая процессия македонской знати и воинов. Затем Филипп, желавший продемонстрировать собственную неуязвимость, приказал телохранителям отойти, а сам в девственно-белом одеянии один прошел в театр,
встреченный неистовыми рукоплесканиями толпы. В это мгновение один из стражников, его звали Павсаний, подбежал к монарху и пронзил его мечом, а затем покинул театр. Белоснежное облачение царя потемнело от крови, и несколько молодых македонских аристократов устремились вслед за убийцей. Павсаний успел выскочить через городские ворота, но преследователи настигли его в старом винограднике и изрешетили дротиками. Мстители не успели еще извлечь оружие из тела убийцы, а по городу и среди придворных поползли слухи. Шептали, будто Павсания раньше связывала с царем любовь. Филипп в промежутках между гетеросексуальными контактами не пренебрегал и партнерами мужского пола. Но более осведомленные члены внутренней партии считали, что, хотя меч занес Павсаний, за ним, вероятно, стояли невидимые враги, ожидающие, когда клинок сделает свое дело. И, как можно было предположить, подозрение пало прежде всего на уязвленную молосскую царицу. Главную вину, сообщает Плутарх, возложили на Олимпию. Играла ли она деятельную роль в заговоре, следствием которого была смерть Филиппа? Использовала ли сверхъестественное воздействие, чтобы подвести его к зловещему концу? Или просто отстранилась в ожидании грядущего возмездия? Олимпия получила желаемое. А для истории половины мира более существенным стало то, что ее 20-летний сын Александр, уже накопивший опыт дипломатии в руководстве военными кампаниями, теперь готов был унаследовать, а в дальнейшем и превзойти славу своего отца. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.